Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку данных по звонкам из Binatel в Google таблицы. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные по новым звонкам в другие системы. Например, вести учет данных по звонкам в Google таблицах. Удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Binatel. Теперь выбираем действия. Если вы хотите получать данные по всем входящим звонкам, выбираем действие «Загрузить входящие звонки». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Binatel к сервису Apex Drive. Для этого необходимо указать ключ API и API-пароль. Чтобы получить эти данные, вам необходимо обратиться в службу поддержки Binatel. После того, как они предоставят вам ключ API и API-пароль, вставляем их в соответствующие поля в сервисе Apex Drive. После того, как необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Binatel дополнительных настроек не предусмотрено, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных, для того чтобы не все новые входящие звонки передавались в Google таблицы. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из звонков. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Binatel успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Google Sheets. Далее необходимо указать действие. Добавить строку. На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного аккаунта Google. Предоставляем разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». Теперь вам необходимо указать файл и лист, на которых будут добавляться новые строки при каждом новом входящем звонке из Binatel. Теперь вы можете увидеть колонки Google таблицы, в которые можно назначить переменные из Binatel. Если у вас в первой строке прописано название этой колонки или содержатся какие-то данные, они подтянутся для примера в скобках. Для того, чтобы добавить переменную в колонку, кликните в нее и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые переменные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите данные, которые будут передаваться в Google таблицы при каждом новом входящем звонке из Binatel. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Google Sheets». После успешной отправки переходим в личный кабинет Google таблиц и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Google таблиц успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление
и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!